Всем привет! Сегодня драгоценные и не очень металлы будем добывать из вот такого материала. Это не что иное, как бывшие в употреблении катализаторы. Здесь они присутствуют от автомобилей как дизельных, так и бензиновых. Материал предоставлен одним из подписчиков под ником Механик. Общий вес присланного материала составляет 10 кг 140 грамм. По плану переработки. Предположительно, в этом материале находится 3 драгоценных металла. Палладий, в меньшей степени платина, еще в меньшей степени родий. По программе минимум попробуем добыть и разделить из этого материала платину и палладий, ну а по программе максимум попробуем также извлечь еще и родий. На первом этапе пропустим весь материал через измельчитель. На втором этапе выполним гидрохлорирование всех полезных металлов при помощи ненасыщенного раствора соляной кислоты, подогретого до 70 градусов, и гипохлорита щелочных металлов. Далее получившийся раствор разделим на две равные части. Один из этих растворов зацементируем цинком и будем разделять металлы при использовании различных кислот. А из другой части будем извлекать драгоценные металлы при помощи их селективного осаждения из растворов. В конце сравним результаты при использовании обоих методов. План накидали, приступаем. Спустя приблизительно час весь материал пропущен через измельчитель, и теперь суммарный объем его составляет порядка 8 литров. Также не лишним будет сказать, что все, что дальше будет происходить на этом столе, категорически не рекомендуется к повторению в домашних условиях. Я же, в свою очередь, буду использовать полнолицевой противогаз и включенную на полную мощность вытяжку в лаборатории. Теперь перейдем к сути метода, при помощи которого сегодня будем извлекать драгоценные металлы из нашего материала, а также его истории. В 2003 году акционерное общество Иргередмет подало заявку, а в 2005 получило патент на новый способ выщелачивания драгоценных металлов. Надеюсь, патентообладатель не сильно на меня обидится за использование его метода в рамках данного видео. А суть метода заключается в следующем. Выщелачивание драгоценных металлов происходит смесью соляной кислоты и гипохлоритов щелочных металлов. Соляная кислота задействуется с массовой концентрацией 120-180 грамм на литр. А в качестве окислителя используется раствор гипохлоритов щелочных металлов. В нашем случае это гипохлорид натрия с массовой концентрацией 30-40 грамм на литр. Также массовое соотношение гипохлорид-соляная кислота должно составлять от 0,22 до 0,25 при окислительно-восстановительном потенциале, равном 1350-1420 мВ. Также процесс выщелачивания должен происходить при температуре около 70 градусов по Цельсию. Займемся приготовлением растворов для выщелачивания. Для того, чтобы не утомлять вас математикой по расчету и соотношению массовых долей, попробую объяснить все понятным русским языком. Для приготовления раствора берем 32% соляную кислоту, разбавленную чуть больше, чем в 2 раза. Также берем разбавленный чуть больше, чем в 2 раза раствор гипохлорита натрия. Исходником для него является всем известное чистящее средство белизна, концентрация гипохлорита натрия в котором составляет от 5 до 15%. Я при расчетах взял цифру среднюю по больнице – 10%. Также объемное соотношение разбавленного раствора гипохлорита натрия к разбавленному раствору соляной кислоты должно составлять 1 к 4. То есть на 2 литра разбавленной соляной кислоты мы берем 500 мл разбавленного гипохлорита натрия. При приливании раствора гипохлорита натрия к раствору соляной кислоты начинает протекать реакция, уравнение которой вы можете видеть в правом верхнем углу. Эта реакция сопровождается выделением атомарного хлора. Далее, при приливании получившегося раствора в материал, начинают протекать 3 реакции по выщелачиванию с выделением хлороводородных кислот, палладия, платины и родия. Уравнение этих реакций вы также можете видеть в правом верхнем углу. К сожалению, в следующие несколько минут я не смогу болтать с вами на камеру, так как буду находиться в полнолицевом противогазе.
Поэтому оставляю вас с музычкой с таймлайна. Смочить весь материал раствором оказалось не самой тривиальной задачей. Тем не менее, мне это удалось, и материал перенесен в вытяжной шкаф. Напомню, что процесс выщелачивания должен проходить при температуре около 70 градусов по Цельсию, поэтому на плитке включен легкий подогрев. Сам процесс выщелачивания должен занять порядка 3 часов. Наблюдаем и ждем. Спустя приблизительно 10 минут началось не очень бурное выделение газов. И эти газы не дают материалу оседать на дно, превращая его в пульпу, что очень хорошо. Спустя приблизительно 4 часа выщелачивание закончено. В процессе пришлось добавлять некоторое количество окислителя. Видимо, концентрация гипохлорита натрия в белизне была недостаточной и находилась где-то приблизительно на уровне 5%. Также изменял температурный режим с 70 до 80 градусов. Даем растворам остыть и отстояться и отправляем их на фильтрацию. На начальном этапе фильтрации я отобрал пробу, и давайте попробуем посмотреть, что же у нас там навыщелачивалось. И судя по цвету раствора, чего тут только нету. Палладий, судя по всему, присутствует. Давайте сейчас попробуем выяснить, есть ли в этом растворе платина. Для этого я приготовил насыщенный раствор хлористого аммония. Стакан практически заледенел. И сейчас мы присыпем его к одной из проб. Сначала присыпаем ложку хлористого аммония сюда, раствор, и вливаем насыщенный раствор. И видим, что желтые кристаллы хлорплатината аммония не выпадают. Это говорит о том, что
Платина в растворе, если и присутствует, то в каких-то следовых количествах. Теперь давайте проверим на наличие палладия. Здесь у меня раствор диметилглиоксима в ацетоне. Приливаем ко второй пробе. И видим, что деление диметилглиоксимата палладия происходит. Причем, судя по скорости реакции, достаточно приличной концентрации. По результатам анализов можно сделать вывод, что план переработки придется менять. Я надеялся, что керамическая основа, из которой изготовлены катализаторы, представляет из себя чистый сибунит. Это микрокристаллическая графитоподобная форма углерода. Но судя по цвету исходного раствора, в нем находятся не только драгоценные металлы, но и какие-то примесные. Возможно, алюминий, медь, дай бог, чтоб не никель. Делить теперь раствор на две части и одну из них обрабатывать при помощи цементации уже не вижу смысла. Слишком много перечислок потом понадобится. Поэтому весь получившийся после фильтрации раствор будем обрабатывать при помощи последовательного селективного осаждения металлов. Ну а пока дождемся окончания фильтрации. Маточный раствор отфильтрован, и после всех промывок и небольшого упаривания общее его количество составляет 6 литров. Так как все металлы платиновой группы способны образовывать с аммиаком растворимые комплексы, то я хочу перевести маточный раствор в щелочную среду при помощи аммиака для образования этих самых комплексов, а заодно почистить его от амфотерных металлов, которые наверняка в нем тоже присутствуют. Они должны будут выпасть в виде нерастворимых гидрооксидов при наступлении ступенчатого гидролиза во время перехода маточного раствора из кислой среды в щелочную. Но сначала давайте посмотрим, какое же в нем количество примесей. Для этого я отобрал пробу из маточного раствора 50 мл. И теперь прольем в нее 25% водный раствор аммиака. Как видим, количество примесей зашкаливает. Отфильтровать такое без потерь будет просто невозможно, поэтому, видимо, придется переходить к плану Б. Будем выбивать из кислого раствора черновой палладий при помощи диметилглиоксима с образованием диметилглиоксимата палладия. Также, возможно, при обработке маточного раствора диметилглиоксимом образуется еще один комплекс – диметилглиоксимат платины. В обычных условиях эта реакция является паразитной и мешает селективному разделению металлов платины и палладия. Но в нашем случае она будет во благо. Мы разделим эти металлы на стадии переочистки. Сейчас я приготовлю раствор диметилглиоксима в ацетоне и будем обрабатывать им маточный раствор. Раствор диметилглиоксима готов. Приливаем его к маточному.
Началось образование диметилглиоксимата палладия. Достаточно хорошая концентрация. Теперь проделаем то же самое со второй частью маточного раствора. Обе части маточного раствора обработаны. И теперь делаем паузу на несколько часов для окончательного образования глиоксимата палладия и отстаивания растворов. Для вас прошла пара секунд, для меня около 10 часов. Как видим, весь диметилглиоксимат палладия выделился и осел на дно. И раствор отправляется на фильтрацию для отделения осадка от жидкости. Фильтрация раствора заняла порядка 45 минут, и со всеми промывками его теперь вместо 10 литров около 12. Также на выходе имеем достаточно грязный осадок диметилглиоксимата палладия, поэтому сейчас произведем его первичную очистку. Для этого я прилил к осадку 5% раствор соляной кислоты для создания кислой среды. И теперь в этом растворе мы его отмоем, а после этого отправим на фильтрацию. Также заметно, что после фильтрации маточный раствор не утратил свой темный цвет, и в нем все еще может находиться палладий. Поэтому сейчас за кадром я прилью к нему контрольную порцию диметилглиоксима, растворенного в ацетоне. И в случае повторного выпадения глиоксимата палладия я повторно перефильтрую маточный раствор, а осадок добавлю к основному.
После очистки глиоксимата палладия имеем на выходе кристально чистые промывочные воды и сам осадок глиоксимата палладия, разведенный дистиллированной водой. Теперь он готов к дальнейшей цепочке химических реакций, конечной целью которых будет получение металлического палладия с частотой не ниже 995 пробы. И первой из этих реакций будет разложение осадка диметилглиоксимата палладия в растворе царской водки. Органическая часть глиоксимата палладия разложится, а металлы перейдут в царсководочный раствор. Приливаем царскую водку. Разложение займет какое-то время, а пока займемся хвостами. После прибавления контрольной порции диметилглиоксима в маточный раствор повторного выпадения глиоксимата палладия не случилось. Я отобрал из маточного раствора пробу емкостью 500 мл. И сейчас попробую произвести цементацию металлов, находящихся в этом растворе, при помощи порошка цинка. Конечной целью будет выяснение, содержится ли в маточном растворе платина и родий. Разложение глиоксимата палладия идет своим чередом, а вот цементация практически завершилась, и на дне можно наблюдать выпавшие в осадок вытесненные цинком металлы. Цинк заместит в растворе все металлы, которые находятся в электрохимическом ряду напряжения металлов правее него. Из полезного это будет платина, палладий, если он остался в растворе, и родий. А вот алюминий, который, как я предполагаю, тоже находится в растворе в приличном количестве, замещен не будет, так как в электрохимическом ряду напряжения металлов находится левее цинка. Ждем окончания процесса. Спустя приблизительно 30 минут почти весь глиоксимат палладия разложился в царской водке. И также закончилась цементация маточного раствора. Как видно, он просветлел, а на дне имеется достаточно приличное количество осадка. Сейчас я отдекантирую верхушку и будем обрабатывать осадок азотной кислотой. Соответственно, все металлы, которые в ней не растворятся, будут платиной либо родием. После обработки осадка с цементации при помощи азотной кислоты наблюдаем полное отсутствие родия и платины. Таким образом, с маточным раствором завязываем, он идет на утилизацию, и переходим к основному раствору. Разложение в нем глиоксимата палладия и, возможно, глиоксимата платина закончилось, и раствор отправляется на фильтрацию. Раствор отфильтрован и разбавлен дистиллированной водой. В принципе, сейчас из него можно было бы выделить металлический палладий.
с помощью формята натрия. Но так как мы хотим добиться пробы металла не менее чем 995, то мы произведем еще одну очистку путем перевода палладия из этого раствора в аммиачный комплекс. А после этого из аммиачного комплекса выделим дихлордиамин палладий или палладозамин. Также по цвету аммиачного комплекса можно будет судить о наличии в растворе платины. Если в растворе содержится только палладий, то он будет бесцветным. Переводить царско-водочный раствор палладия в аммиачный комплекс будем при помощи 25% водного раствора аммиака. Приливаем аммиак. pH раствора должен быть не меньше, чем 9,5. Увеличивать pH больше этой цифры большого смысла нет, это приводит лишь к перерасходу аммиака. Перевод в аммиачный комплекс закончен. И, как видим, по итогу в растворе образовались взвеси. Скорее всего, что это металлы, прихваченные на этапе обработки маточного раствора диметилглиоксимом. И все эти металлы были бы восстановлены форматом натрия, если бы мы решили произвести такое восстановление на предыдущем этапе. Сейчас за кадром я быстро профильтрую этот раствор и верну его в студию. Раствор отфильтрован, и теперь приступим к выделению из него палладозамина. Для этого на первом этапе прильем к нему раствор соляной кислоты до изменения цвета. Так как при приливании соляной кислоты происходит экзотермическая реакция, раствор разогреется. После этого мы его охладим и будем продолжать выделение палладозамина. Приливаем соляную кислоту.
Раствор изменил цвет, и мы заканчиваем переливание соляной кислоты. Теперь даем раствору остыть. Все манипуляции с температурным режимом необходимы для того, чтобы плодозамин, который образуется в растворе, не растворился в нем обратно из-за того, что раствор горячий. Сейчас его температура приблизительно 50-55 градусов. И его необходимо охладить до температуры ниже 22 градусов. Для охлаждения я использовал водяную баню. Если внимательно присмотреться, то можно увидеть, что по мере охлаждения раствора плодозамин начал выпадать сам собой, без дополнительного приливания соляной кислоты. Ждем, пока раствор окончательно охладится. Раствор охладился до температуры приблизительно 17 градусов, и мы можем приступить к продолжению выделения плодозамина. Включаем магнитную мешалку. И продолжаем приливать соляную кислоту. На выходе мы должны получить ярко-оранжевый осадок. Выделение плодозамина закончено. Сейчас, чтобы не затягивать видео, я поймаю его на фильтре и верну на восстановление. Осадок плодозамина я уловил на фильтре и поместил в стакан, разбавив дистиллированной водой. Отработка хвостов по палладию, а также последующая цементация раствора в поисках платины останется сегодня вне рамок этого видео, но о результатах доложу. Ну а пока займемся восстановлением палладия. Восстанавливать палладий до металлического состояния будем при помощи одноводного раствора гидрозингидрата, разбавленного в соотношении 1 к 2 с дистиллированной водой. Раствор нагрет до 80 градусов. Прикапываем восстановитель. Ускоряем мешалку, чтобы попробовать здесь сбить образовавшееся зеркало. В общем-то, восстановление закончено. Немного покрутим под кипением и дождемся коагуляции осадка.
Восстановление закончено. И осадок отправляется на промывку, просушку и прокаливание. Итак, долгожданная финалочка. Первым отправляется на взвешивание металл, добытый из хвостов раствора после выделения паллодозамина. Результат 35 грамма. Ну а теперь выход с основного материала. Результат 10 грамм 22 сотых. И объединим оба металла. Итого общий результат 10,57 грамма. Напомню, что общий исходный вес катализатора составлял 10 килограмм 140 грамм. Таким образом, на каждый килограмм веса приходится чуть больше 1 грамма палладия. Много это или мало судить, видимо, подписчику, предоставившему материал. Но если меня спросят, хочу ли я в дальнейшем перерабатывать в большом количестве отходы импортного автопрома, я отвечу однозначно нет. Геморрой покруче переработки КМ-конденсаторов. Но если серьезно, патент, которым мы воспользовались при первичном выщелачивании материала, в основном сработал. Но в то же время не позволил осуществить первоначальный план переработки, а именно обработку маточного раствора аммиаком. Платину с родием также не удалось обнаружить, даже после цементации раствора из-под выделенного палладозамина. Но, по крайней мере, после всех проделанных манипуляций я могу гарантировать чистоту вот этого металла на уровне не ниже 995 пробы. В последующих видео я обязательно покажу другие способы переработки палладий содержащего материала, но это будет точно не сегодня. А на этом у меня все. Всем пока! We'll be right back.